На протяжении последних нескольких месяцев почти в каждом нашем видео я неоднократно говорил: покупайте биткоин, инвестируйте в него хотя бы часть своих денег, сейчас лучшее время для покупки, и глядя на график его цены, я думаю, вы видите, что я это делал не просто так, ведь биткоин это базовая криптовалюта, которая должна быть у каждого. Вам не нужно искать сотни монет для вашего криптопортфеля, ведь достаточно запомнить 3 цифры: 70, 20, 10, что значит 70% портфеля это биткоин, 20 эфир, а 10 те самые альты. Если бы вы собрали такой портфель в начале года, только один биткоин уже принес бы вам 80% профита, а вот капитализация альтов выросла всего на 13%, причем только за счет некоторых монет. И поверьте, то что вчера биткоин снова протестировал 30 тысяч, это только начало, потому что уже в следующем году нас ожидает халвинг, одобрение ETF и принятие биткоина институциональными инвесторами, а это самое лучшее катализаторы, которые могут отправить биткоин на новый исторический максимум. Поэтому сегодня в видео вас ждет разбор последних событий, которые касаются еще одного поражения SEC против Ripple. Мы разберем выступление Пауэлла, который почти прямым текстом говорит, что ФРС не будет повышать ставки, а также проведем подробный теханализ биткоина, чтобы составить прогноз его цены на ближайшие пару недель и узнать, вырастет ли он до 32 или упадет до 25 тысяч. Поэтому устраивайтесь поудобней, а перед просмотром поддержите видео лайком. И чем больше лайков вы поставите, тем быстрее мы сделаем для вас топ лучших альтов, которые покажут себя на предстоящем альт-сезоне. Вам желаю приятного просмотра, вы на канале Coin22, с вами Влад, давайте начинать. Итак, друзья, давайте сразу перейдем к первому важному событию, а именно к очередному поражению SEC. Вчера у нас в Telegram мы опубликовали новость, что SEC сняла все обвинения с главы Ripple Брэда Герлингхауса, а также исполнительного директора Криса Ларсона. Да, эта новость была максимально неожиданной, из-за чего рынок отреагировал хорошим движением, а биткоин протестировал 30 тысяч долларов. И вот поэтому, чтобы в будущем не пропускать подобные события, подпишитесь на наш Telegram, ведь наши подписчики первыми получают только эксклюзивный контент, который вы не найдете в интернете, как, например, 3 уникальные индикатора, сигнализирующие рост биткоина на 40 тысяч и лучшие уровни для открытия лонга. Так что обязательно подпишитесь и получите эту информацию. По поводу решения SEC Герлингхаус написал в Твиттере: в течение почти 3 лет мы с Крисом были объектом необоснованных обвинений со стороны мошеннического регулятора. Вместо того, чтобы искать преступников, похищающих средства клиентов на офшорных биржах, SEC преследовала хороших парней, вместе со всей нашей компанией новаторов и предпринимателей. Насчет офшорных бирж это явно была отсылка на кудрявого Сэма, которого сейчас водят по судам каждый день. И в принципе все по делу, ведь в отличие от Сэма, Герлингхаус не украл более 20 миллиардов долларов и не обвалил рынок крипты в ноябре прошлого года, а Крис Ларсон назвал это дело злоупотреблением со стороны административного государства и попыткой разрушить нас лично, а также разрушить саму компанию. Сам Генслер не стал давать публичных комментариев, но SEC выразила свое решение в судебном документе, в котором написала, что ее претензии теперь отклоняются полностью, без ущерба и без каких-либо затрат или штрафов для любых из сторон. Но это не закрывает судебное дело SEC против Ripple полностью, ведь несмотря на отклонение апелляции SEC, суд должен решить нарушение Ripple по поводу продажи XRP институциональным инвесторам, которые признали незаконной продажей ценных бумаг. Хотя здесь я также более чем уверен, что Ripple отделается штрафом, который вряд ли станет проблемой для компании. Самое главное это то, что сейчас SEC полностью разрушена как самый авторитетный регулятор не только в США, но и в мире. Лишь за последние полгода она проиграла до 10 важных судебных дел, связанных с криптой, а суд все чаще отклоняет ее апелляции. Вот поэтому крипта получает больше свободы, и что не менее важно, так это потенциальное одобрение ETF, ведь все идет к тому, что уже в 2024 году SEC одобрит ETF, скорее всего даже не один, и биткоин будет стоить минимум 40 тысяч, поскольку все мы видели, что произошло
произошло после фейковой новости от Cointelegraph. Поэтому нам остается только немного подождать и продолжать накапливать биткоин, пока он не улетел на Луну. А на фоне следующих событий это более чем возможно, ведь вчера в Нью-Йорке выступал глава ФРС Джером Пауэлл, который всячески намекал на то, что они больше не будут повышать процентную ставку, поскольку Пауэлл сказал: учитывая неопределенность и риски, а также то, как далеко мы продвинулись, комитет действует осторожно. Поступающие данные за последние месяцы показывают продолжающийся прогресс в обоих направлениях. Джером Пауэлл подчеркнул то, что если недавний прогресс в инфляции сохранится, а доходность долгосрочных казначейских облигаций останется высокой, Центральный банк может приостановить свою историческую серию повышений процентных ставок. И в принципе заявления Джерома Пауэлла полностью совпадают с другими чиновниками ФРС, которые считают, что стоит сохранить краткосрочные процентные ставки без изменений на предстоящем заседании 1 ноября. На этом фоне индекс доллара начал активно падать, что он и делает сейчас, и это по классике положительно повлияло на золото, которое выросло на 7% с начала месяца, и конечно же биткоин, который повторно протестировал психологически важный уровень 30 тысяч долларов. Но биткоин был далеко не единственным, кто показал такой взрывной рост, ведь множество альтов выросли на 5, 10 и даже 20%. А если вы спросите, можно ли на этом заработать, я отвечу, конечно же да, если вы присоединитесь к нашей подписке Coin22 Pro. Ведь на этом активном движении рынка все участники Pro заработали от 35% на росте AVI, от 40% на коррекции Flow, от 45% на снижении Галла и еще на многих других сделках, потому что они вовремя получили лучшие точки входа и уровни фиксации прибыли от наших аналитиков, которые следят за рынком 24/7. Также дополнительным бонусом для новичков является пошаговое обучение от специалистов и полное сопровождение на всех этапах работы. Для того, чтобы ознакомиться с подпиской Pro, рекомендую вам перейти на наш официальный сайт, где вы найдете ответы на многие вопросы. Мы работаем уже более года и с каждым днем предоставляем для вас прибыльные сделки. Поэтому если ты по-настоящему желаешь начать зарабатывать на крипте, переходи по ссылке в описании и стань участником Pro уже сегодня. Касательно выступления Пауэлла, я также не могу пропустить его комментарии военного конфликта в Израиле, ведь Пауэлл считает, что это создает очень высокие геополитические напряженности, из-за которых фондовый рынок США, даже несмотря на положительные прогнозы снижения инфляции, продолжает падать, и больше всего страдают банковский и технологический секторы. Это можно объяснить тем, что на фоне таких напряженностей инвесторам спокойнее держать свои деньги в облигациях, золоте или, например, как сейчас в биткоине, о чем нам говорят данные. Например, доходность десятилетних казначейских облигаций выросла почти на 1% с тех пор, как ФРС последний раз повысила ставки в конце июля, что является хорошим результатом за такой короткий промежуток времени. А на этой неделе доходность вообще поднялась до нового 16-летнего максимума и перед выступлением Пауэлла составляла около 4,95%. Вот поэтому не зря Ларри Финк говорил, что сейчас инвесторы думают о сохранении капитала, из-за чего выбирают облигации, золото и все больше биткоин, который становится хорошей заменой даже таких активов. Сейчас шансы на паузу от ФРС в ноябре составляют почти 100%, и если до этого времени ничего не поменяется, будем ждать от Пауэлла комментарии о победе над инфляцией. Хотя с такой обстановкой в мире, я считаю, что ФРС еще долгое время потребуется грамотно контролировать денежно-кредитную политику, и только тогда можно будет объявить о победе. А вот в случае с победой в виде одобрения ETF можно радоваться уже сейчас, ведь чем ближе мы подходим к 2024 году, тем шансы на одобрение растут, и аналитики уже оценивают шансы на одобрение в 90%. И честно говоря, это событие выглядит неизбежным. В этом уверены почти все. И глава юридического отдела биржи Coinbase, и банк JP Morgan, который заявил, что ETF одобрят до 10 января 2024 года. А Майкл Новоградц, глава Galaxy Digital Holding, вообще считает, что ETF одобрят до конца этого года, ссылаясь на победу Grayscale в суде. Ну конечно, до конца года вряд ли, ведь SEC уже перенесла решение на январь и будет тянуть время до последнего дня. Но все равно мы с нетерпением ждем одобрения биткоин ETF. А учитывая, что в следующем году нас ждет еще и халвинг, то такое ощущение, что в 2024 году мы увидим новый исторический максимум. Вот поэтому сейчас все хотят купить как можно больше биткоина, из-за чего он тестирует 30 тысяч. Правда, глядя на график, 30 тысяч сейчас является очень сильным сопротивлением для биткоина, и это нормально, что в ближайшее время он будет торговаться ниже этого уровня, потому что движение вверх было
очень резким, а не постепенным, как, например, вот здесь. Поэтому есть очень большая вероятность, что в ближайшее время часть трейдеров начнет фиксировать свои лонги, и цена опустится вот в этот диапазон, где чаще всего происходило накопление ликвидности, а уже после этого биткоин сможет сделать еще один заход на 30 тысяч и постараться перевернуть его в поддержку, точно так же, как и в конце июня и в начале июля. Поэтому внимательно следим за вот этим диапазоном. Но что будет с биткоином до конца месяца? Если рассмотреть технические индикаторы, то мы увидим, что недельный RSI отскочил от серединного уровня 50, и это сигнализирует о возобновлении бычьего импульса, который может продлиться до верхней границы RSI, а также осциллятор импульса вот-вот пробьет нулевое значение среднего уровня. И я напомню, что этот индикатор успешно перевернул нулевой уровень в начале 2023 года, когда у биткоина начался бычий цикл, который длится по сей день. А если это повторится, данные индикаторы с каждым днем будут направляться вверх. Но MV-RV сигнализирует о том, что я и говорил ранее. Судя по историческим данным, как 7-дневные, так и 30-дневные индикаторы MV-RV находятся в опасных диапазонах, ведь именно на этих ключевых уровнях трейдеры чаще всего начинают фиксировать прибыль лонгов. И если это повторится, то мы получим краткосрочную коррекцию до важной линии поддержки 29 тысяч. С альтами ситуация немного другая, потому что доминирование биткоина уже превышает 52%, поскольку сейчас все внимание сконцентрировано именно на нем. А вот альты, у которых годовая доходность находится рядом с биткоином, не так уж и много. Выделить можно только Solana, BSV, а также Injective, потому что другие альты продолжают торговаться около своего дна. И это еще один аргумент покупать именно биткоин, а не забивать свой портфель сотней якобы перспективных и потенциальных альтов, которые все, что делают, так это падают. Биткоин не зря является самым капитализированным на крипторынке, потому что это первая крипта, которая уже заслужила доверие инвесторов, триллионных компаний и даже некоторых государств, что не может сделать ни один альткоин. Поэтому, когда на носу халвинг, до одобрения ETF остаются считанные месяцы, и ФРС начинает прекращать повышение ставки, самое время задуматься о покупке, потому что потом может быть уже поздно. Ведь, как показывает практика, биткоин растет до важных событий, а не когда они уже произошли. Так что если ваш портфель не состоит на 70% из биткоина, лучше решить эту проблему уже в ближайшее время, чтобы получить максимальный результат от предстоящих событий. Если у вас есть другое мнение по этому поводу, оставляйте его в комментариях. Нам было бы интересно узнать, и мы отвечаем на каждый комментарий. А на сегодня это все. Не забывайте следить за рынком крипты в нашем телеграм-канале и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Вам всего самого наилучшего, желаю удачи, до скорых встреч!